очень редко пишу цветы. Это можно сказать. Я в детстве очень много их писал, когда занимался частными уроками у художницы. У нее был свой большой частный дом в Подмосковье, в Купаване. Я практически в нем вырос. Мои родители не художники, но я вырос среди художников. Я видел, как они приходили в гости к ней, беседовали об искусстве. У них были такие веселые вечера. И даже когда я был маленьким мальчиком, я это прекрасно помню. И меня это ассоциируется с жизнью художника. И уже в 11 лет я хотел стать профессиональным художником. Эта жизнь, она не похожа ни на какие другие. Что ты чувствуешь свободу, и ты чувствуешь, что ты что-то оставишь помимо себя. Ты можешь оставить свои картины, что они будут жить своей жизнью, и дай Бог, они будут напоминать о тебе еще многое время. Я очень люблю путешествовать. Я бывал во многих странах мира, и для меня главное использовать сам предмет живописи под названием пейзаж я пропускаю его через свое мироощущение, свое видение. Для меня главное не что писать, а как писать и как я это сам вижу. И для этого я использую натуру как образ, а не как первоначальный источник. Я закончил МГХИ имени Сурикова театральную мастерскую. В данный момент я художник-стажер Российской академии художеств под руководством Бориса Мессерера. Стал работать с московским режиссером. Я надеюсь, что в этом году уже появятся мои постановки. Но сейчас я делаю для него 9 разных театральных тем, и я думаю, что мы будем рассматривать это и что-то будем предлагать театру. Меня вдохновляют много различных художников, но в данный момент мне хочется особенно выделить Кончаловского. Потом мне очень нравился, да и сейчас нравится, Роберт Фальк. И нравятся наши советские художники сурового стиля. Мне нравится современное искусство. Я всегда с удовольствием хожу на выставки, смотрю, что делается в наших галереях, таких как Винзавод или, допустим, Гараж. Я участвую во множестве выставок, проходящих в Москве, от Союза художников и также от разных галерей. Последняя крупная выставка — это 85 лет Союзу художников в ЦДХ и молодежная выставка Союза художников на Кузнецком 11. Но я стараюсь еще больше работать, потому что нужно всегда искать что-то новое. Я меняюсь, допустим, года 4-5 лет назад, даже ближайшие в 2014 году, во время учебы в Суриковском институте, я писал немножко по-другому. И я считаю, что настоящий художник, если он хочет оставаться всегда интересным своим коллегам, чтобы было интересно, что ты делаешь, ты должен всегда меняться.